Привет! Сегодня я покажу, как самостоятельно и бесплатно составить свою ведическую натальную карту онлайн. Все будет пошагово, просто и быстро. Прежде чем начать, хочу сказать пару слов. Сайтов для расчета ведической карты действительно много. Но не все из них подходят. Некоторые просят имейл, другие выдают карту не в том формате. Нам нужен североиндийский стиль. А есть и такие, где расчеты могут отличаться из-за неточностей или других систем отсчета. Тем не менее, хорошие и бесплатные варианты есть. И со временем, когда вы начнете лучше ориентироваться в ведической астрологии, вы сможете сами выбрать тот сайт, который подходит именно вам. А сегодня я покажу один из тех, которым пользуюсь сам. Мы будем использовать сайт под названием DevaGuru. Итак, вбиваем в поисковик латиницей DevaGuru и выбираем первую ссылку в результатах. Именно этот сайт нам и нужен. Вот так он выглядит. Не пугайтесь, сейчас все разберем по полочкам. Перед нами 3 таблицы, 3 ведические натальные карты, представленные в разных стилях. Я уже упоминал о них в своем первом обучающем видео. Нас интересует самая первая карта. Она крупнее остальных и выполнена в североиндийском стиле. Именно этот стиль считается базовым в ведической астрологии. Кстати, я сам начинал с западной астрологии и настолько привык к круговой карте, разделенной на секторы, что до сих пор часто использую ее. Интересно, что есть сайты, где вы получаете именно ведический гороскоп, но в западной визуализации. Там все рассчитано по ведическим принципам, но карта выглядит как западная, круглая. Удобно, если вы уже к ней привыкли. Более того, несмотря на то, что в ведической астрологии традиционно не учитываются такие планеты, как Уран, Нептун и Плутон, а Плутон вообще-то планета, то нет, но значение его все равно остается. Лично мне интересно видеть, где именно они находятся в рамках моей ведической карты. Поэтому я иногда строю ведический гороскоп в западной форме отображения, чтобы видеть все и сразу. Если вам тоже это интересно, напишите в комментариях, и я сделаю отдельное видео, где покажу, как это сделать. Вернемся к нашим таблицам. Сейчас они заполнены случайными данными по умолчанию, не обращайте внимания. Чтобы получить именно вашу натальную карту, нужно ввести данные своего рождения. Я уже упоминал, насколько важно знать точное время рождения, желательно буквально минута в минуту. Но даже если вы знаете только дату рождения, а время нет, это еще не значит, что астрология для вас закрыта. В таких случаях существует процедура, которая называется ректификация гороскопа. Смысл в том, что, отвечая на ряд вопросов о ключевых событиях в своей жизни, можно с высокой точностью определить время рождения. И по сути, это уже само по себе доказывает, что гороскоп действительно отражает реальные события нашей судьбы. Буду честен, раньше я относился к астрологии довольно скептически. Но однажды решил ректифицировать свою натальную карту, потому что сомневался в точности времени своего рождения. Результат меня ошеломил. Ректификация показала разницу более чем в 2 часа с тем, что было известно мне о времени моего рождения. И вот что самое удивительное. Позже мне удалось узнать точное время своего рождения, и оно в точности совпало с тем, что показала ректификация. Это стало для меня настоящим открытием. Я вдруг осознал, что если по дате рождения можно построить прогноз на будущее, то и в обратную сторону, по событиям жизни можно вычислить начало всей этой истории – момент рождения. Именно с этого момента я начал относиться к астрологии всерьез и решил глубже ее изучать. Давайте все-таки вернемся к заполнению данных. Сайт на английском, но на самом деле все довольно понятно. Если вам неудобно, просто нажмите на шестеренку в правом верхнем углу зоны, где мы вводим данные. Там можно сменить язык интерфейса. Первым делом вводим имя. Я для примера назовусь X, а вы вводите либо свое имя, либо любой никнейм, как вам удобно. Далее идет дата рождения. Обратите внимание, здесь формат year, month, date, то есть сначала год, потом месяц и только потом число. Я, например, введу данные для 15 февраля 1980 года. Сначала пишу 1980, затем второй месяц и потом 15 число. Вы, наверное, заметили, что таблица стала меняться прямо на глазах.
Не волнуйтесь, это нормально. Она будет перестраиваться по мере того, как вы вводите новые данные. Полностью карта сформируется, когда все будет заполнено. Теперь место рождения. Вводим название города латиницей, английскими буквами. Например, я ввожу Киев. Сайт автоматически подсказывает нужный город. Выбираю его из выпадающего списка. Переходим к времени рождения. Обратите внимание, рядом со словом «time» написано 12H красным цветом. Это значит, что сейчас стоит соответствующий формат времени. Все, что до полудня, отмечается как AM, а все, что после, как PM. Если вам привычнее 24-часовой формат, просто нажмите на эту красную надпись, и сайт переключится на нужный вам вариант. Я ввожу время 21 час 30 минут, то есть половина 10 вечера. В данном формате это будет 9:30 p.m. В принципе, на этом все. Мы ввели все данные, и сейчас натальные карты на сайте отображают именно нужную нам информацию. Если вы зарегистрированы на сайте, можете сохранить свою карту или даже отправить ее друзьям. Но прямо сейчас просто сделайте скриншот экрана и сохраните себе свою ведическую натальную карту. Давайте теперь посмотрим, что же указано в получившейся натальной карте. Итак, как мы уже изучали ранее, дома гороскопа располагаются против часовой стрелки, начиная от центра. Оттуда, где находится асцендент. Находим асцендент, он выделен фиолетовыми буквами. Соответственно, рядом с ним второй дом гороскопа, затем третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12 дома. Важно помнить, что цифры, которыми обозначен каждый сектор, это не номер дома, а номер знака зодиака, который в этом доме находится. Давайте вспомним нумерацию знаков. Итак, асцендент и первый дом на этой карте имеют цифру 6. Под номером 6 идет знак Дева, значит асцендент и первый дом в Деве. Второй дом, цифра 7, это знак Весы. Третий дом, восьмерка, значит Скорпион. Далее. Четвертый дом, в Стрельце. Пятый, Козерог. Шестой, в Водолее. Седьмой, в Рыбах. Восьмой, Овен. Девятый, Телец. 10 в Близнецах. 11 в Раке. И 12 дом во Льве. Теперь мы знаем, в каком знаке находится каждый дом натальной карты. Помните, мы изучали управителей домов. Давайте теперь посмотрим, где именно расположены управители каждого знака в нашей карте. Начнем с первого дома. Он в Деве, а управители Девы – Меркурий и Раху. Смотрим, где они находятся. Меркурий в 6 доме, Раху в 12 доме. Дальше, второй дом у нас в Весах, управитель весов – Венера. И Венера здесь расположена в 7 доме. Давайте рассмотрим еще один пример – 12 дом. Он у нас во Льве, а управитель Льва – Солнце. Смотрим, Солнце находится в 6 доме. Только не перепутайте, обозначения Солнца и Сатурна на карте разные. Вот значок Солнца, а вот значок Сатурна. Теперь вы уже умеете определять, в каком знаке находится каждый дом, где расположены управители домов, и, конечно, где именно находятся планеты в вашей натальной карте. Что обозначают цифры под значками планет, и что значат знаки, указанные рядом, мы разберем в следующих видео. Если вам понравилось изучать ведическую астрологию вместе со мной, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить продолжение.